Привет всем! Сегодня я хотел бы рассказать о моделях в игре RunPress. В игре RunPress можно бежать двумя способами. Человек может бежать, нажимая вот на вот эти две кнопки бега пальцами поочередно. То есть раз нажал, два нажал, раз нажал, два и так далее. Ну, соответственно, пальцами обычно это средний и указательный палец. Человек в среднем бежит где-то вот так вот с такой частотой поочередной. Где-то до 17 раз в секунду, где-то от 8 до 17 ударов в секунду получается, да, такой бег. Модель, она имитирует довольно точно этот бег, и здесь она в автоматическом режиме создается и бежит со скоростью 15-16 шагов или там ударов в секунду. Это соответствует быстрому бегу человека. Не каждый так сможет бежать. В этой игре я не буду рассказывать теоретически, так сказать, всю теорию о беге модели. Покажу, что вот это все подробно написано вот здесь вот, в разделе модели. Здесь видео вот это я сегодня сниму, надеюсь. Здесь все подробно написано, и повторять все нет смысла. Там довольно много, объемно. Я просто покажу, как практически все это происходит. Итак, у нас сейчас здесь установлен автоматический бег атлет, то есть не игрок бежит, не игрок пальцами. Вот здесь ауто горит, это значит, что бежит модель. Вот она, модель А01, она там была отображена. Мы здесь можем ее поменять, если у нас было несколько моделей, можно создавать несколько моделей, они бегут все, близко, но все немножечко по-разному, об этом чуть ниже. Вот. Если я сейчас вот нажму сюда вот, бегу сам и уберу модель, то я сейчас побегу, должен бежать самостоятельно. Если я нажму клавишу старт, кнопку, то все, мне надо будет бежать самостоятельно. Поэтому давайте вернемся сюда. Итак, это у нас экран, где мы работаем с моделью. Что здесь показано? Сверху у нас строчка содержит, сколько RP, внутренней валюты игры, на счете игрока. Это зачем нужно? Потому что если мы будем генерировать модель, это стоит определенных денег. Небольших совсем, но просто чтобы просто так все время игрок не делал здесь кучу моделей, это не нужно делать. То есть каждый раз это нужно обдумать, прежде чем сделать эти модели. Не нужны модели в среднем. По большому счету, идеально в игре нужна одна модель всего, и она будет за всех бегать всегда, во всех чемпионатах и на всех тренировках. Тогда мы сможем объективно сравнивать результаты атлетов, а не результаты модели. Потому что если мы немножко другую сгенерируем, она, может быть, чуть-чуть по-другому побежит, и тогда уже предыдущие рекорды чемпионатов, к ним уже относиться нельзя будет объективно, потому что они были с другой моделью. Итак, у нас здесь модель, которая была сгенерирована автоматически при первом запуске программы. Мы можем, если захотим, еще сделать модель, это делается легко. Допустим, назовем ее А02 модель и создаем. Эта модель будет бежать 15 ударов в секунду. Она автоматически создается. Вот у нас вторая модель. Можно также создать модель, так называемую пустую. Что это такое? Вот, мы назовем ее М01. Сейчас будет понятно. Это пустая модель. Она сгенерирована быстро. Это практически оболочка, которую нужно наполнять. Здесь указано, что для модели М01 нужно пробежать, чтобы она работала, все дистанции 10, 50, 100 и так далее до 400 метров. Все. Здесь у нас модель автоматически сгенерирована, она уже готова к использованию. У нее есть модели бега на каждую дистанцию. Здесь у нас пустая модель. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы эта модель бежала, как бежит игрок, примерно с той же скоростью. То есть, если мы сейчас укажем вот эту модель, выберем вот выбор модели, вот она у нас здесь появилась,
и в то же время я бегу сам, да, то есть получается, что мы сейчас будем эту модель тренировать. Вот мы выбрали дистанцию 10 там, или 50, или там, какую угодно, да, и мы сейчас пальцами побежим эту дистанцию. Мы, допустим, пробежим ее со скоростью там, 10 ударов в секунду. Все, у нас на дистанции 10 метров модель у нас будет бегать в среднем со скоростью 10 ударов в секунду. Точно так же для всех остальных дистанций. Мы можем по нескольку раз пробежать дистанцию, и модель будет, ну, если мы будем бежать с каждым разом лучше, она будет чуть-чуть лучше бежать, либо чуть-чуть хуже. Таким образом, у нас будет модель, которая полностью имитирует наш бег игрока пальцами. Полностью имитирует. Точно так же мы можем, здесь вот, когда создаются вот эти модели, автоматически генерируемые, у них изменения запрещены. Это сделано для того, чтобы мы случайно, ну, побежав пальцами, когда она у нас выбрана, да, не начали тренировать ее. Допустим, она бегает там 15-16 ударов в секунду, автоматически созданная модель, а мы бегаем, допустим, те же 10 ударов в секунду. Ну, за один раз она сразу, когда мы пробежим, оттренируем модель один раз, она будет бежать чуть-чуть хуже уже. С каждым разом, и если мы там раза 4 пробежим, со скоростью 10 ударов в секунду, эта модель уже будет не 15 ударов в секунду бежать, а будет бежать 10 ударов в секунду. Все. Она таким образом полностью подстроится под нас, под игрока. Поэтому здесь первоначально запрещены. Мы можем разрешить эти изменения. Мы можем создать модель и пытаться из нее сделать что-то там свое, да, менять ее. Ну, вы там особого смысла нет, но это возможно, да. Но лучше создать сразу изначально свою модель, но надо тогда пробежать все дистанции, ну хотя бы по разу. И она будет точно так же бежать, как вы, как игрок, все эти дистанции, примерно с тем же количеством ошибок, примерно с той же скоростью. А если модель бежит примерно с той же скоростью, что и вы, то вы можете иногда, когда хотите. Вот у вас возник какой-то азарт дополнительный, да, вам захотелось самому пробежать, вы вместо модели можете взять и сами пробежать там во время чемпионата. Ну, это будет, вот это приносит действительно дополнительный какой-то азарт, дополнительное напряжение в соревновании, когда вы сами уже вместе с атлетом, вы непосредственно участник событий, непосредственно участник чемпионата. Но это, правда, уже немножечко другая тема, да. Вот. Но, тем не менее, это имеет место быть, и это возможно. Итак, что у нас еще здесь можно сделать? Ну, вот у нас сейчас выбрана модель M01, можно там, допустим, A02, да, вот она у нас здесь появилась, да, выбрать A01, любую, да, и она будет бежать уже, да. Если я нажму вот так, то будет она исключительно бежать. Повторяю это уже, да, вот выбрана модель, и она бежит. Если нажимаю так, то я тренирую вот эту модель, или там выбираю, допустим, вот эту модель. Но только здесь надо, когда здесь вот эти вот модели, надо следить, чтобы были разрешены изменения, допустим, вот. У нас модель A02, все, разрешение у нас, изменения разрешены. И теперь, если мы побежим вот сейчас вот так вот в таком вот, таких вот настройках, мы будем тренировать модель A02. Если же у нас запрещены изменения, то мы можем даже вот так вот бежать, но она не сохранит. Мы побежим, но она не сохранит никаких изменений. Вот. Ну а здесь, соответственно, я уже говорил, здесь они разрешены, потом можно будет запретить. Просто сейчас смысла нет никакого запрещать, надо бежать. Надо все эти модели запомнить. И, соответственно, если мы хотим просто сами бегать и не тренировать никакую модель, мы просто нажимаем No Model, отказываемся от модели и бежим сами, просто сами там сейчас бежим, все, без всяких моделей, ничего у нас не тренируется. Вот. Еще у нас, соответственно, можно изменить наименование. Вот. Ну, надо здесь изменить, допустим, A03. Нажимаем, все, у нас теперь здесь A03 модель. Кроме этого, мы можем, вот здесь видите, A01 у нас сейчас участвует в одном чемпионате, используется, да? Мы можем, ни один атлет ее не использует, чуть ниже об этом расскажу. Мы можем вот эту модель взять. Она у нас нигде не используется, 0 атлетов, 0 чемпионатов. Соответственно, можем просто ее удалить. Все, у нас нет модели. Все, можем вот эту удалить точно так же.
Ну, сейчас не будем. Так, и вот, наверное, последнее, о чем я хотел рассказать, это о том, как используются модели для отдельных атлетов. Как это можно сделать? Давайте сейчас быстро создадим одну модель, чтобы она у нас была и было все более наглядно, да? Вот, создадим стандартную модель со скоростью бега 15-16 ударов в секунду, шагов в секунду. Вот она у нас создана. А теперь давайте ее присвоим какому-то, допустим, атлету Бобби 900, например. Зайдем в него, выберем эту модель А02. Что это означает? Это означает, что где бы ни бежал и когда бы ни бежал Бобби, за него будет, если включен режим автоматического бега, будет бежать именно модель А02 за Бобби. Например, в чемпионате установлена модель А01, и она автоматически бегает за всех атлетов. Но, когда дело доходит до Бобби, за него побежит модель А02, и после того, как он пробежал, она переключится, опять модель переключится на А01 для всех. Если мы хотим использовать вот эту модель, она еще у нас не готова, видите, она таким красным загорелась, сигнализирует, что она еще не готова, она не сможет бежать. Или, например, мы можем удалить любую модель, опять вот так вот сделать. Ну, давайте здесь сделаем А02, сюда вернемся. Вот здесь вот видно будет сразу в таблице, что этот атлет использует отдельную специальную модель А02, ну в данной ситуации, да, об этом сигнализирует. Давайте вернемся сюда. Здесь у нас видно, что все, вот эта модель уже тоже где-то используется. Вот, ее использует один атлет. Вот так вот это работает. На этом, наверное, все. Спасибо всем за внимание. Я рассказал все, что нужно. Всего наилучшего. До свидания.